Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Дева на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий до конца лета в вашей судьбе. Давайте узнаем. Июнь у нас словно месяц между прошлым и будущим. И месяц этот может соответствовать как накал страстей, кульминация какой-то темы. Где-то это могло начаться или как сформировалось, да, на конец даже мая. И ретро-Плутон вот как раз нам и говорит о том, что он будет продолжится вот это движение ретроградное, где-то замедленное, давая нам возможности. И это как идет подсказка, это уже я про гороскопы. Если у тебя вот именно сформировался как конгломерат каких-то запутанных историй на конец мая, начало июня, в течение лета ты это обязательно прояснишь. Итак, и основной вопрос, кстати, что мы возьмем с собой в будущее. Вот вы как будто тут будете неизбежно с чем-то разбираться. Так вот, какие же перемены идут на ваш порог? Какие события скоро произойдут в вашей жизни? О чем вы, возможно, мои дорогие, любимые девы, даже не догадываетесь, не предполагаете, а все равно это уже как спешит в вашу жизнь, практически на пороге. Так вот, что же там уже скоро? Что скоро случится, произойдет? Карты пасьянса не только расскажут, но еще и покажут, с чем, с кем это будет связано. Пока не вижу совпадений. Что совсем близко рядом с вами? Благополучие. Волшебное значение, когда выпадает голубь. Это когда у нас, знаете, даже если вот вы смотрите видео, да, и говорите, вот о чем ты говоришь, у меня тут вся жизнь клубок противоречий. Но как-то это все отстраивается. В первую очередь это добрые энергии, потому что это точно. У кого-то вопросы, которые связаны, посмотрите. Подкова. Это у нас как вопросы и дома, семьи, личной жизни, и буквально недвижимости. Ну и у нас еще и сейчас с вами год лошади, и раньше подкова считался как символ удачи, мои дорогие. Здесь у вас какой-то путь открывается. Вот раньше, может быть, закрыт был, или вы что-то не могли раньше осуществить. Но выравнивается, так и хочется сказать, какая-то история. Ладно, давайте посмотрим дальше, что ж тут нам еще расскажут и покажут. Вот вы можете, кстати, смотрите, но я уже не буду переворачивать, совпадают мечи скрещенные. Когда мечи совпадают, это внутреннее состояние, ну, где-то тревоги. Вот вы можете тревожиться, а по сути дела благополучие уже как раз говорит о том, что да, у тебя получится, дева, что-то осуществить. Может быть, это какая-то запутанная история была, например, да? И поначалу мы даже не знаем, а как это потом раскрутится, этот Гордиев узел. Но, мои дорогие, здесь у вас, смотрите, выпадает венок. Это всегда радость. Поэтому удача, радость, открытый путь. Для кого-то эта карта будет означать значение ключа. Как это те ключи, которые в ваших руках. По ключу мы знаем, это если про Таро, это карта Иерофант. Это где-то о вас, это стабилизация какой-то темы, но это может быть еще и выбор какой-то очень важный, который вам придется делать в течение лета. И энергии добрые, благополучие. Но от того, как мы прям взаимодействуем, ну, будет зависеть тот эквивалент, который мы получим. Так, в нашем пасьянсе мы можем сложить те значения, которые выпали в картах, в крайних рядах, по горизонтали и по вертикали. И у нас совпадает с вами открытая книга. В нашем пасьянсе это означает учреждение, организации, офисы, конторы какие-то. И для кого-то это будет обозначать банально, когда нужно получить какую-то важную бумагу, документ, когда придется где-то и договариваться, и узнавать, как работает закон в отношении вас, или что вам необходимо, чтобы ваш план как раз-таки и сработал. Может быть, это решаются вопросы по части карьеры. Возможно, вам придется с какими-то людьми, которые как стоят по лестнице иерархии выше, чем вы, или обладают какими-то ресурсами, и вам тоже придется договариваться. Но как будто вам судьба открывает путь. Нет ничего для вас невозможного. И если вы поставили себе цель, вы обязательно ее достигнете. Да, где-то есть. Мы все люди, да, и сомнения свойственно каждому из нас.
Но правильно как-то расставить приоритеты, обозначить свои сильные позиции, если идете вперед, перед вами вот такое сочетание, да, как нужные двери открываются. Смотрю, что у вас еще совпало. Любовь, мои дорогие, вот. Роза – это именно любовь. Поэтому личная жизнь не на последнем месте. Ну вот где-то соответствует. Может быть, это встреча какая-то важная. Или это касается даже, к примеру, иногда ключ может говорить о планируемых поездках. Хотя я могу сказать по ретро-Плутону и где-то у нас Уран в Близнецах, здесь могут переноситься сроки. Или как дистанция, собирались ехать в одно место, может быть, тут вы что-то пересмотрите. Так обстоятельства будут складываться. Ну, поэтому будьте гибче. Если придется что-то менять, значит, вам это в конечном итоге как будто так прописано, да? В карте вашей судьбы или в книге вашей судьбы вам это будет только во благо. И вот пока я с вами говорила, все пересмотрела, перепроверила. Я не вижу больше совпадений. Давайте пойдем с вами дальше. Ну, и я также вот уже проверила на предмет того, что обычно предупреждаю, да, когда у нас такие значения, как змея, например, или маска совпадает. Нет, тут все в разных плоскостях, поэтому предупреждающих карт нет. Но, скорее всего, благополучие, знаете, это как добрая аура вокруг вас, но где-то и совет, что ты как раз эту ауру не нарушай, и у тебя больше получится. Ладно. Если мы говорим до конца лета, что нового придет в вашу жизнь, мои дорогие девы? Важное событие, чем запомнится вам лето, что вы не сможете как бы игнорировать или что вас, а может быть и кто, не оставит равнодушными. Что же прояснится в вашей жизни, какая сфера? Что или кто появится неожиданно? Что для вас в целом будет внезапно, стремительно, возможно, так? Что изменит ваши планы, а быть может вашу жизнь. Достанем карту совет и так на последующий период тоже проясним, к чему же приготовиться, к чему все идет. И так до конца лета, что нового, какая может быть сфера. Вот интересно, в нашем раскладе некоторым знаком зодиака, то есть не вы, не первое, видимо, у нас время такое, ну, за счет, опять же, планетарных транзитов. И я вас хочу пригласить на свой сайт, у меня уже давно готов гороскоп, опубликован на июнь. Мы сейчас не о картах, а именно астрологические тенденции. Прочитайте, ссылки в описании под видео. Прочитайте, подсказок будет больше. Как будто, вот видите, все с выбора начинается. Но это, наверное, как у Данте. Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Выбирать придется. Эта дорожка прямая, она вот именно подходит к концу. И дальше мы бы, даже если бы хотели, а мы не можем идти вперед. Лестница закончилась. Теперь либо направо, либо налево. И ведь всегда этот выбор будет говорить о том, что направо-налево, если мы не пойдем, значит, от чего-то ж мы откажемся. Вот такой какой-то может быть сложный выбор. Развилка называется. Это в колоде Ленорман. А что это такое новое? Тем не менее, в этой карте хорошо забытое старое. И хоть здесь у нас это колода Чиро Маркетти, у нас две колоды, Ленорман, Таро. Хоть это соответствие аркану лилии, да, здесь прорисованы каллы, но смысл от этого не меняется. Это достаточно холодная карта, когда нам придется вот такие холодные, взвешенные, здравые решения принимать. Но есть живые цветы, а есть витраж, где повторяется тот же облик цветов. То есть это то, что было когда-то, в каком-то новом варианте, в новом амплуа, назовите так, или с какими-то вариациями. Может быть, это касается у кого-то отношений, соответствует королю пик. Но это точно так же могут быть вопросы закона, бумаг, документов, каких-то важных персон, с которыми вы будете договариваться, встречаться. Может быть, это даже будут те люди, почему у нас и развилка, когда и договариваться не хочется, и вообще ничего не хочется. А реальность складывает такой сюжет, что именно с этим человеком взаимодействие вам выгодно. Вот так я не исключаю. Вот когда говорила, да, у вас выпал ключ. Тоже своего рода выбор. Как будто мы поставим ключ в замочную скважину. Здесь у нас клетка изображена. Но только мы будем решать,
Куда мы повернем этот ключ? Направо или налево? Или мы закроем эту клетку или откроем? Все же роза, которая у нас находится внутри, это как намек на личную жизнь. Возможно, вы что-то для себя будете решать именно по части личной жизни. Может быть, это и связано и с личной жизнью, и с документами. Может быть, даже поездка какая-то, вот вполне вероятно. Что-то здесь у вас будет меняться. Ну, давайте мы узнаем еще. Хочется раскрыть этот сюжет. И правда документы. Посмотрите, здесь у нас письмо выпадает. Значит, это, может быть, и есть какая-то была переписка. Если мы спросили, что нового, новый эквивалент или новый вариант решить ваш вопрос. Но он, скорее всего, опять же, направо или налево. И это то, что вам было хорошо знакомо. А здесь новое, пусть хорошо забытое, старое, но я тут вижу, у вас именно с какой-то прежней историей будет связан очень важный выбор. Пусть это не сам по себе элемент новизны, но знакомый человек, который говорит какие-то новые вещи или предлагает вам что-то новое, или по старому вопросу новые обстоятельства. С чем это связано? Что это до конца лета придет в вашу жизнь? Ну точно, более того, по этой истории ведь это всегда здоровое равнодушие, любая тройка, карта будущего. Кто-то скажет, это что, мне еще раз это пережить? Нет, в том-то и дело, мы не забываем. Это какой-то минус, который случился в нашей жизни. Мы не забываем обман, мы не забываем предательство, но сейчас это не болит. Сейчас вот именно, ну, это холод какой-то внутренний, который в вас именно присутствует, когда уже отгорело, уже вот это напоминание о какой-то сложной ситуации в прошлом, нам звучит как предупреждение, предостережение. Вот у вас будет с каким-то человеком явно продолжение взаимодействия, а вам, может быть, и видеть, и слышать, как я уже говорила, не хочется. Или когда вы человеку конкретному не верите. А вам нужно будет, может быть, по документам, может быть, и по деньгам, мои дорогие. Все-таки тут вот эта клетка с ключами соответствует восьмерке бубен. Здесь есть у нас и дама бубен. То есть финансовая, может быть, тема, или откуда к вам приходят деньги, и все же конкретный человек, к которому, скорее всего, прежде вы могли относиться очень хорошо, но с которым не очень красивая история была. Все то, что я говорила, это точно на кону. Буквально финансы, договоренности, может быть, жилищные вопросы. Мы все разные, но главный эквивалент, который вы можете получить, как закрыть какой-то гештальт. А самое главное – это ваше благополучие, безопасность, финансовая стабильность. Ну, может быть, это у кого-то будет одновременно с личной жизнью вопросы семьи, пары и детей. Но оно того стоит, чтобы провести даже какие-то сложные диалоги и подумать о важном выборе. Ну, как будто нельзя себе закрыть путь, это точно. Но будьте готовы. Будете, может быть, вы как Соломоново решение принимать. Важные события, чем запомнится. Ну, все то, что я сказала. Не можете вы разрушить какой-то союз. Не можете вы какую-то связь прекратить. Может быть, это и по работе, мои дорогие. Или, может быть, это бизнес. Все-таки однозначно нам говорит, что именно в этом шанс. Потому что соответствует тузу, треф. Давайте откроем следующую карту. Так что же прояснится? В какой сфере, может быть? А вот смотрите, была путаница. По этой карте всегда большой объем информации или большой поток людей. Но, наверное, самое главное связано с тем, что вы можете уже с прежним опытом кому-то не доверять. В принципе, если раньше бы поверили, то теперь уже задумаетесь, а стоит ли доверять. Здесь была запутанная история, тут она действительно будет проясняться. С чем, с кем это связано? Конфликта карта. То есть это тот конфликт, который был. Первая победа. И что теперь? Тут может быть поведение человека, или вы оказались в такой ситуации, когда вам, ну, как вынырнуть из этого положения, или, может быть, даже отношений, вам было достаточно сложно. Вы явно приняли в отношении какого-то персонажа четкое для себя, как тактику, стратегию. Вот туда я больше не пойду, и этому я не верю. А тем не менее, что же прояснится? Здесь, ну, у вас не получится как будто отказаться от
отношений, взаимоотношений, контактов, назовите как угодно, с какой-то либо историей, как будто она может вернуться, или конкретный персонаж, с которым вот и было своего рода фиаско. Здесь это может быть, как и получить новое развитие, или, знаете, тут все-таки может быть такой момент, когда задержка, остановка. И тогда вы будете вспоминать, что меня с этим человеком связывало, или какие уже истории были пережиты, и стоит ли этому доверять. Правда, какое-то дежавю, это вам ретро-Плутон вернет вам что-нибудь такое эдакое, необычное. Вполне вероятно, у кого-то, увы, это связано даже с близкими людьми. Вы можете узнать, будьте готовы, что, ну, давайте обтекаемо так, да, по шестерке кубков это могут быть и даже далекие родственники, которые не с вами проживают, а где-то отдельно, может быть, находятся на расстоянии и очень далеко, или конкретный человек, с которым тоже были взаимодействия, и как-то тут не очень красивая история получилась. Но вот вы можете узнать, если мы говорим, что прояснится, вы какую-то информацию об этом человеке можете узнать. Может быть, как, знаете, какой-то разговор даже состоится. Пусть не для всех, но у кого-то это может, знаете, быть таким поворотным моментом, когда вам человек признается в своих страхах, кстати, или расскажет вам о чем-то очень важном, и после этого рассказа, после этого разговора вы измените отношение к нему. Вот это я не исключаю. Это будет для вас совершенно неожиданно, но вы можете сбавить как будто обороты или, ну, такую, знаете, настороженность, потому что может, по крайней мере, быть процент в том, что вы примете к сведению, что нет, мы все-таки друг друга прежде не совсем правильно поняли. Да, тут именно какая-то персона. Может быть, вот давайте переложим эту карту. Конечно, можно говорить о том, что если мы о гороскопах, об астрологии, это тот человек, который рожден по знакам зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Но все же это карта эксперта. Это карта человека очень рационального, который умеет вот так вот холодно мыслить. Может быть, юристы, адвокаты, то есть мы все разные. Хоть объединяет один знак зодиака, а у каждого какой-то свой эквивалент истории, свой эквивалент судьбы. Поэтому тут, скорее всего, вам и договариваться, и какие-то документы переписывать, переподписывать. Почему? Может быть, и подождать, потому что иногда семерку пентаклей я называю карта регламента, когда подали мы документы, ну все, теперь сиди, жди, называется. Это ведь не секрет. Или для того, чтобы получить один документ, нужно еще кучу бумажек каких-то собрать. Вот, видимо, этот рационализм и правильно, ну, как делить надвое информацию, мои дорогие, прояснять, потому что по карте птицы это, знаете, такая разбросанная, какая-то разношерстная информация. Но, тем не менее, как будто каждый пункт надо перелопатить, или, будем говорить, прояснить, уточнить, разобраться, откуда ноги растут у этой информации, потому что в одной из этих сообщений или из этих информационных каких-то потоков здесь может быть так или иначе рациональное зерно. С чем-то вы тут будете разбираться. Правда, тут какой-то Гордиев узел есть. Или точнее даже был. Но, может быть, на протяжении лета тут не все так быстро решается. Итак, что или кто появится неожиданно, что для вас внезапно, стремительно. Карта мужчины. И причем у нас такой мужчина, который в задумчивости, да, в руках он держит розу. Роза, вот, если мы с вами говорим розу, мы тут с вами видим в клетке. Может быть, это решение какое-то человека конкретное. Может быть, это связано с личной жизнью. Вы можете узнать вот внезапно, неожиданно что-то такое о человеке, от чего вы не предполагали. И это может даже быть связано с тем, что человек себя будет чувствовать уязвимым. Уязвимым именно. Босиком нам изобразил героя Чиромаркетти, и это как раз говорит о том, что как будто я иду босиком. Я могу и оступиться, я могу, как мне что-то острое, колющее может попасться под ноги, или я могу пораниться. Вот здесь может даже человек выстраивать с вами взаимоотношения, и вас будет пытаться как будто
попробовать, можно ли вам доверять. Вот, кстати, мои дорогие девы, такое я вполне предполагаю. Я здесь вижу и тот еще момент, когда все-таки, если это касается напрямую личной жизни, вы будете выбирать. Мои дорогие мужчины, это вы будете на таких раздумьях. А если мы говорим, может быть, есть женщина, когда вы понимаете, да, нужно делать выбор, или мне нужно с чем-то определиться, мои дорогие девочки, то это может быть такая персона, которая тоже сейчас пытается разобраться в своей жизни собственной, но и в ваших отношениях. Ну, давайте узнаем, что же это за внезапность. 4 мечей. Ну, а вот смотрите, была какая-то пауза, было, может быть, даже молчание, или что-то вы не могли осуществить прежде, а теперь у вас колесница, старший аркан, а теперь полный вперед. Это карта успеха. А ведь и правда, вам придется принимать Соломоново решение. Вот будет какой-то пункт в той или иной сфере жизни. Пусть у кого-то работа, у кого-то личная жизнь. У кого-то будет перемежаться еще как и ваши достижения, так и пусть это личная жизнь, но тема финансов, она присутствует в двух плоскостях. И вот вы понимаете, что да, мой интерес есть. Вариантов как будто в руках не очень много. Вот есть только один ключ. И только вот мне теперь, вот буквально в течение лета, куда я поворачиваю, направо-налево, закрываю я эту клетку или открываю для самого себя, или самой себя, вам придется решить. И это будет, ведь эта карта тоже внезапности, неожиданности, скорости. А мы спросили, что или кто появится неожиданно, карта мужчины. Давайте так, в целом, какой-то человек, с которым прежде была, может быть, или пауза, или были недопонимания. Приготовьтесь, тут сама судьба. Но, может быть, такой, знаете, все же по аркану колесница – это движение вперед. И карта говорит, не оглядывайся назад. И я тут вижу, вы можете обдумывать, в чем-то, в ком-то сомневаться, но, скорее всего, какое-то взаимодействие у вас будет продолжено. Что изменит ваши планы, а быть может и вашу жизнь? Очень интересная карта. Конкретный человек все-таки будет менять ваши планы. Взаимодействие с какой-то персоной, которая такая, где-то это может перекликаться со всем тем, что я сказала. Почему? Милая собачка – это всегда про образ друга, друга надежного. Причем без обязательств даже, да? Почему? Потому что ошейник сброшен, поводка как будто нет. Но есть такой момент, что именно собачка держит как будто в зубах этот ошейник или поводок, приглашая или допуская, что я тебе теперь верю, я тебе позволяю одеть на меня, да, ну так иносказательно, это один из вариантов. Ну, или я наблюдаю за тобой, как же ты теперь поступишь. Нам никто не говорит, может, увернется в последний момент. Ну, давайте будем реалистами. Но, тем не менее, какой-то человек конкретный с дружбой к вам, ваш адрес, видит продолжение взаимоотношений, и это может быть десятка червей. Именно любовь, личная жизнь, продолжение или решение даже для людей семейных, может быть, каких-то внутрисемейных вопросов, проблем, может быть, и с родственниками, ну, а может быть, это на межличностном уровне касается пары. Давайте узнаем, к чему приготовиться, но и одновременно карта совет. Ух ты как! Нам четко карты дают понять, что союз определенный есть. И, по крайней мере, до конца лета как будто объединяет людей вот эта дружба. Может быть, я допускаю, хотя розы, личная жизнь. Вот именно вопросы личной жизни до конца лета могут быть наиболее такой активной фазе. Может быть, и важные разговоры, может быть, и решения по части недвижимости. Где-то и финансовые темы тоже будут подниматься. Я не исключаю, что тут и работа где-то с документами может тоже перекликаться. Вы, по сути дела, меняете, как перерокировку в своей жизни, совершаете, меняя планы. Ваши предпочтения, они тоже могут меняться в зависимости от того, какие ресурсы будут в ваших руках. Какие люди на вас оказывают, мои дорогие девы, прямое воздействие. Ну и конкретный человек, по сути, которому, ну даже если вы не очень доверяете, все-таки тут непростая история. А может быть, вот сама колесница, это вам как по судьбе. Не случайно, кстати, выпала карта кольца, как будто хочешь или нет.
а вот будет какое-то взаимоотношение продолжено. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.